Есть фотографии, способные остановить время. А есть те, что подчеркивают его неумолимое течение. Но лишь одному фотографу удалось сделать то, чего не делал никто до него – зафиксировать само время в лицах 4 сестер на протяжении 40 лет. Сегодня эта история вызывает слезы у каждого, кто видит их последний снимок. Все началось в далеком 1975 году. Талантливый фотограф Эдвард Кармайкл приехал навестить родителей своей жены, Джоан, в городе Астория, штат Орегон. День выдался необычайно теплым. В саду дома 4 молодых сестер – Лена, Софи, Джоан и Марта – оживленно беседовали, их смех разносился по солнечным аллеям. В какой-то момент Эдвард заметил, как красиво играет свет на их лицах, как естественны их движения, как искренни их улыбки. «Можно я вас сфотографирую?» – спросил он, даже не догадываясь, что эти простые слова положат начало одному из самых трогательных и масштабных проектов в истории фотографии. Проекту, который изменит не только их жизни, но и наше восприятие времени и красоты. Сестры неуверенно переглянулись. Джоан уже привыкла к камере мужа, но остальные чувствовали себя скованно. В их позах читалась настороженность. Скрещенные руки, напряженные губы, взгляды с оттенком сомнения. В 1975 году цифровых камер еще не существовало. Нельзя было мгновенно проверить результат. А что, если получится неудачно? Это опасение легко читалось на их лицах. Эдвард использовал массивную камеру формата 8-10, тяжелое устройство, требующее особого мастерства и терпения. Этот выбор был не случайен. Именно большой формат позволял передать мельчайшие детали. Каждую морщинку, каждый проблеск света в глазах. Позже именно эта техническая особенность станет ключевой в проекте, позволяя зрителям буквально всматриваться в лица сестер, замечая малейшие изменения, происходящие год за годом. Когда первый снимок был готов, Эдвард был потрясен. В простом черно-белом кадре скрывалось нечто большее, чем просто портрет 4 сестер. В нем была запечатлена сама молодость, чистая, настоящая, полная надежд и предвкушений. 4 девушки, стоящие на пороге своей взрослой жизни, еще не знающие, каким окажется их путь. Год спустя на выпускном одной из сестер Эдвард предложил повторить снимок. «Встаньте так же, как тогда», – попросил он, расставляя их в том же порядке. Когда он сравнил 2 снимка, его поразили едва уловимые различия, чуть изменившиеся выражения, позы, напряжения во взглядах. Именно тогда в его голове зародилась идея. А что, если делать такой снимок каждый год? Сестры согласились. Они думали, что это продлится максимум пару лет. Никто не предполагал, что эксперимент продлится 40 лет и станет одним из самых значимых документальных фотопроектов современности. Правила были просты. 1 снимок в год. Всегда в одном порядке. Лена, Софи, Джоан, Марта. Всегда черно-белая фотография. Всегда на ту же камеру B10. Всегда при естественном свете. Без макияжа, без подготовки. Только они, такие, какие есть на самом деле. Каждая съемка превращалась в особый ритуал. Иногда приходилось ждать часами, пока свет станет идеальным. Но это время ожидания было не пустым. Это были часы общения, воспоминаний, тихих разговоров и дружеских шуток. Эти часы становились не менее важными, чем сама фотография. С каждым годом процесс выбора финального кадра становился все более важным. Если сначала они быстро просматривали снимки и выбирали наилучший, то позже это превращалось в долгий, вдумчивый процесс. Они часами рассматривали каждый кадр, обсуждая, как падает свет, как лежат складки на одежде, какие эмоции читаются в лицах. За 40 лет в их жизни случилось многое: свадьбы и разводы, рождение детей, потери, болезни и восстановления. Но ни одного раза сестры не пропустили съемку. Даже в моменты серьезной болезни одна из них находила в себе силы встать рядом с остальными перед камерой. Особенно интересно наблюдать за их внешними изменениями. От пестрых нарядов 70-х они постепенно перешли к более сдержанным образам. Прически менялись.
От смелых молодежных стилей до появления первых седых прядей, которые никто не скрывал. Напротив, седина стала словно знаком достоинства, короной прожитых лет и накопленной мудрости. Но самые важные перемены происходили в их взглядах и жестах. В ранние годы каждая из сестер будто находилась в своем собственном мире. Несмотря на физическую близость, между ними словно существовали границы. Юношеское стремление к индивидуальности, к собственной судьбе. С годами все менялось. Их тела тянулись друг к другу, руки ложились на плечи, взгляды становились мягче, и они будто сливались в одно целое. Время не разъединяло, оно соединяло их все прочнее. Особенно ярко это видно в Софи, второй слева. На первых фотографиях. Она напряженно, словно носит невидимую броню. Губы плотно сжаты, взгляд насторожен. Даже когда она обнимает сестру, в ее прикосновении чувствуется отчуждение, будто она пытается защитить себя. Но с каждым годом Софи начинает таять. Ее лицо становится живее, взгляд теплее. Морщины появляются не только от возраста, но и от улыбок. К последней фотографии Софи это уже совсем другая женщина. Ее глаза излучают свет, мудрость и спокойствие, которые невозможно описать словами. С годами проект стал известен по всему миру. Его фотографии выставлялись в крупнейших галереях, от центра Гетти в Лос-Анджелесе до музея Виктории и Альберта в Лондоне. Но для самих сестер это никогда не было просто искусством. Это была их история, их жизнь, которой они поделились с миром без лишних слов. Уникальность проекта еще и в том, как он показал естественный процесс старения женщин. В обществе, где царит культ вечной молодости, где женщины после 40 становятся почти невидимыми, сестры Картер показали, что возраст – это не повод прятаться. Это причина гордиться собой. Мир изменился. Технологии шагнули вперед. Появились цифровые камеры, ретушь, фильтры. Но Эдвард остался верен своей старой V80 камере и черно-белой пленке. Потому что суть была не в технике, а в подлинности момента, в честности перед собой и перед зрителем. Интересно, что на протяжении всех 40 лет сестры не делились подробностями личной жизни. Мы не знаем, кто из них когда женился, кто потерял кого, кто переехал, но это все читается без слов. В их глазах, в том, как меняются их позы, в том, как крепко они держатся друг за друга. Особенно это заметно в те годы, когда одной из них было особенно тяжело. Хотя ничего не озвучено, внимательный зритель поймет. Одна из сестер едва улыбается, глаза затуманены. И в эти годы другие словно окружают ее своей поддержкой, касанием руки, наклоном головы, теплотой взгляда. На 40-м году проект был завершен. Последняя фотография, она потрясает до глубины души. На ней сестры уже не молоды. Их лица испещрены морщинами, волосы почти полностью поседели. Но в этом снимке есть такая глубина, такая тишина, такое принятие, что слезы появляются сами собой. Они прижаты друг к другу с той особенной нежностью, которая рождается только после прожитых вместе десятилетий. Их глаза светятся спокойствием. А улыбка Софи, той самой Софи, что когда-то смотрела в объектив с тревогой, теперь сияет теплотой, от которой разрывается сердце. Почему же этот снимок вызывает слезы? Не потому, что это конец, а потому, что он показывает: подлинная красота не в молодости. Она в принятии жизни такой, какая она есть. В морщинках от смеха, в седине, ставшей знаком зрелости в руках, научившихся обнимать крепче. Каждая линия на их лицах – это история. Морщинки вокруг глаз – следы смеха, складки у рта, от множества улыбок, морщины на лбу, от тревог за любимых. Это не изъяны, это карта прожитой жизни. История сестер Картер учит нас главному. Красота не в вечной юности. Она в умении принять каждый этап жизни с уважением, с любовью. В способности видеть в каждом году ценность. В готовности показать миру свое настоящее лицо. Проект стал не просто семейной хроникой.
Он стал универсальным посланием о том, что значит быть человеком, о ценности родства, о красоте времени. И когда мы смотрим на их последний снимок, наши слезы, и слезы – это не слезы печали, это слезы узнавания. Мы видим себя, мы чувствуем благодарность за напоминание старость не конец, а ее мудрая и светлая глава. В мире, где все стараются обмануть время, сестры Картер показали, единственный способ победить его – это принять. С достоинством, с нежностью, с любовью